Здравствуйте, Девы! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает с 1 по 15 марта. Какие вам карты сегодня выпадут в нашей колоде Таро 78 дверей. Давайте посмотрим, что же интересного у вас, Девы, произойдет. Я напоминаю, что это общий Таро-прогноз. Тем не менее, надеюсь, большинству из вас это видео подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте, а также не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же вас ожидает. Первая карта у вас замечательная, потому что это карта Императора, карта такого уверенного в себе человека, очень авторитетного, очень влиятельного. Возможно, вы проявляете эти энергии, возможно, вы здесь восседаете на троне, и вы четко видите, ясно видите картину происходящего, понимаете все очень хорошо, да, для себя, понимаете, что происходит в мире, да, или в жизни окружающих вас людей, понимаете, как действовать, соответственно, в тех ситуациях, в которых вы оказываетесь. То есть это лидер. Да? А может быть, у вас общение здесь какое-то важное будет с таким человеком. Карта очень маскулинная, особенно если смотрят женщины. Может быть, общаетесь с таким вот императором для вас, такой мужчина. А может быть, знака Овен, кстати, потому что это карта Овна, поэтому для кого-то важное значение может иметь человек знака Овен. Карта Император. Давайте посмотрим дальше. Кстати, для кого-то это начальник, общение с начальством, потому что это в любом случае, да, какой-то лидер, а лидер — это и кто-то вышестоящий по должности. То есть может быть общение с начальством, может быть кто-то, кто занимает больший как авторитет в семье, может быть, это там ваш папа, к примеру, да, там общение с отцом. Но при этом пятерка жезла, вот она здесь выскочила, и она показывает конфликтность возможную, она показывает, с одной стороны, если вы в роли императора, вашу по пятерке жезлов, такую целеустремленность, мужественность, да, даже если женщина смотрит, желание преодолевать какие-то препятствия, трудности, проблемы, то есть вы их решать готовы. Но также, если мы говорим про общение с таким человеком, может быть, здесь возникают разногласия, возникают какие-то конфликты, возникают ссоры какие-то, поэтому нужно быть осторожнее. В целом, если вы начальник, если вы занимаете какую-то руководящую должность, какую-то руководящую позицию, то нужно быть мягче к подчиненным, потому что вы такое ощущение, что готовы чуть ли не стены пробивать, да, доказывать кому-то что-то. Возможно, имеет смысл прислушаться к другим людям тоже, да, то есть не идти на пролом. По пятерке жезлов не идти на пролом, быть более мягкими, да, может быть, более, ну, не то чтобы гибкими, да, но все-таки более справедливым таким начальником, да, если мы говорим о том, что вы руководитель здесь кем-то, карта Император. Могут возникать какие-то конфликты с начальством тоже. Либо вы здесь стараетесь, если мы говорим про вас в роли императора, стараетесь вот такую стратегию планомерную выстраивать в достижении целей ваших, чтобы по пятерке жезлов, соответственно, решать все вопросы, все проблемы, которые в принципе возникают в вашей жизни. Давайте посмотрим дальше. Карта влюбленные. Влюбленные — это парные отношения. То есть, если мы говорим про отношения с императором, могут возникать разногласия, конфликты. Нужно постараться здесь правильно, разумно принимать решения, правильно поступать. То есть стараться по возлюбленному прислушиваться к своему сердцу и, принимая решение в отношении второй половинки, понимать, что это очень серьезное решение, которое может повлиять на второго человека, соответственно. Если про отношения парные в коллективе, то опять-таки нужно быть осторожнее, чтобы не возникало каких-то серьезных разногласий. То есть для того, чтобы союз в этих отношениях парных, неважно, коллегиальных каких-то или любовных, или дружеских, чтобы он был крепким, не нужно идти на пролом, не нужно никому ничего доказывать и разбивать стены. Старайтесь быть более мягкими. Следующая у вас карта восьмерка Пентаклей. Ну, это больше все-таки, наверное, про работу. Про отношения можно сказать, что вы много присматриваетесь ко второй половинке, да, оцениваете ситуацию. Про работу, но здесь вот работа, нацеленная на достижение успеха.
Да, занятость, которая принесет вам деньги, принесет доход. Вы для этого решаете все проблемные ситуации, вы ведете себя как император, да, вы принимаете соответственные решения. И по 8 Пентаклей, благодаря такой вашей настойчивой работе, прям желанию вот, да, идти к своим целям, вам это удается, вы это получаете, вы как-то как оттачиваете даже свое мастерство, вы еще больше навыков каких-то здесь набираетесь, соответственно, да, и еще больше как-то в глазах окружающих, возможно, вырастаете в роли этого императора. Давайте посмотрим дальше. Карта башня, между прочим, да, и карта императора здесь также возникает. Вместе с тройкой жезлов движение к цели, какой-то вашей важной цели, победе, которую вы себе поставили, как маяк, к которому вы идете, и готовы прям вот ломать какие-то препятствия на своем пути, может быть фатальным, потому что по карте башни что-то может разрушаться или возникать какие-то могут серьезные конфликты здесь. То есть в роли этого императора здесь такой нехороший немножечко скрыт смысл в том плане, что если вы руководите, вы начальник, вы своими действиями можете разрушать какие-то коллегиальные отношения. Если это общение с там, вашей второй половинкой, императором, то здесь тоже могут возникать какие-то недопонимания, разногласия по карте башни, какие-то конфликты, потому что каждый по тройке жезлов как будто бы видит свою цель и хочет к ней идти, а вам нужно научиться договариваться, нужно по карте влюбленные понять, насколько вы друг к другу подходите и насколько ваши идеи, ваши взгляды на жизнь совпадают, и как бы, соответственно, стоит ли вам дальше вместе двигаться. Да, если стоит, если вы этого хотите, то постараться здесь действительно сохранить этот союз и работать над отношениями. Вот 8 Пентаклей здесь может говорить о работе над отношениями, необходимости и даже важности того, чтобы увидеть там интересы или потребности вашей второй половинки, понять, что это для этого человека важно, и никоим образом не пренебрегать ими или не показывать, что они не так значимы, не так важны, да, потому что это может как-то разрушать эти отношения. Следующая карта у вас тройка Пентаклей. Опять-таки желание и умение договариваться. Это с одной стороны, тройка Пентаклей, договариваться в паре, договариваться в отношениях любовных, да, когда каждый отношения — это же работа двоих, когда каждый вносит свой вклад, когда каждый старается, да, работать над этими отношениями, тогда они, соответственно, ладятся, клеятся, и тогда они растут, развиваются, и вы по тройке жезлов идете к каким-то достижением, да, каким-то следующим этапом в этих отношениях. Если вы этого не делаете, если вы не работаете сообща, и тройка там, и тройка тут, соответственно, две тройки, да, тройка — это совместная работа. Если вы не работаете совместно на успех или в коллективе, если вы не работаете сообща, где каждый в коллективе выполняет какую-то часть работы, да, этот умеет человек это делать, этот это умеет делать, этот это, и, соответственно, вы вместе, выполняя каждый свою вот самую лучшую какую-то, да, лучший свой навык, соответственно, вы приходите к цели в более быстрые сроки, соответственно, и намного лучше результат получаете, чем если бы вы одни это делали. То есть вот здесь об этом речь, что вам бы нужно работать так. Или вам нужно так строить отношения, чтобы каждый старался. Но при этом по карте отшельник здесь как будто бы этого не происходит, потому что кто-то ставит свои интересы выше других, кто-то заявляет, что я начальник, я решаю, будет так, а не иначе. И это может разрушать, приводить к каким-то конфликтам, каким-то катастрофам. То есть здесь по карте отшельника вот есть противовес договоренности, да, нежелание работать сообща, какое-то уединение, отдаленность, которая может здесь быть. Следующая карта у вас карта рыцаря жезлов, карта пажа кубков. Водная стихия, огненная стихия, здесь они у вас вместе выпали. Вы в целом не тот стихийный знак, да, вы земной знак. И карта ваша — это больше карта отшельника. Но вот по рыцарю жезлов и пажу кубков здесь может быть, правда, очень много энтузиазма касаемо работы, паж кубков, вдохновения какой-то работы или деятельностью вашей. То есть если мы говорим про работу, то вы можете быть вдохновлены
идеей преодолеть препятствия, идти к вашей цели. Вот вы прям вот видите в этом большую перспективу, вы готовы рисковать, полны энтузиазма, действовать, 8 пентаклей, да, работать каждодневно, рутинно, то есть вкладываться в какую-то деятельность. Но при этом вы сталкиваетесь с тем, что кто-то не хочет вам в этом помогать или не хочет с вами сообщать, здесь действовать, соответственно. Либо в отношениях, опять-таки, у вас много потенциала, много вот энтузиазма, что вот у нас все получится, вот мы там идеальная пара, все будет так вот замечательно. Вы там видите уже какие-то там, не знаю, прям горизонты серьезные, да, в этих отношениях, что там вы дом построите, заборчиком его белым обнесете, собаку заведете, дерево посадите, да, качели там поставите детские, ребенка родите. Но при этом вот может быть второй человек, вторая половинка пока что на это не настроен или не готов, или не видит таким образом эту ситуацию, или не прикладывает для этого должных усилий, и все держится на вашем энтузиазме, на ваших стараниях, на том, как вот вы хотите и вы делаете, соответственно. Следующая карта, карта рыцаря кубков. Ну, тоже, кстати, водный знак, водная стихия, рыцарь кубков, карта звезда, туз жезлов. Тоже много вот вдохновения у вас, влюбленности, такого энтузиазма или преданности какому-то делу, которое вас прям воодушевляет. И карта туза жезлов тут тоже. То есть готовность делать, двигаться, вкладывать в это силы ради исполнения, карта звезда, вашей мечты, ваших целей, каких-то ваших планов. То есть то, что двигает вас каждый день дальше и дальше и заставляет просыпаться по утрам, не знаю, одеваться там и идти на эту работу. Или в этих отношениях там каждый раз где-то идти на уступки, где-то пытаться найти какие-то компромиссы. То есть вы это все делаете ради какой-то очень важной для себя цели, потому что вы вот воодушевлены этими отношениями или этой работой. И тут жезлов вы готовы здесь вкладывать в это все свои силы, свои старания. Вы хотите этих изменений, то есть вам это нравится, и по тузу жезлов вы горите этой идеей, и с рыцарем жезлов, соответственно, тоже полны энтузиазма здесь касаемо этой ситуации. Да, то есть здесь очень и королева кубков, опять водная стихия. То есть у вас много чувств, много переполненности чувствами, эмоциями. То есть вам хочется творить, делать, создавать, вам хочется здесь строить дальше и по тройке жезлов двигаться к этому берегу, даже если маяк не работает, если возникают разногласия, конфликты, проблемы на работе, неважно, то есть не работает какая-то ситуация, а вы все равно стараетесь найти способ ее решить, чтобы увидели этот маяк другие люди, да, чтобы все равно пришли к этому берегу, чтобы вы получили желаемое. То есть вы ищете какие-то способы, обходные пути, какие-то возможности. В любом случае, да, стараетесь здесь и прикладываете для этого усилия. Ну, возможно, у вас здесь действительно это и получится. Но в любом случае помним, что меньше разрушительной энергии, меньше конфликтов стараться, меньше каких-то ссор все-таки должно быть, больше тандемной работы, больше умения прислушиваться к другому человеку и понимать его потребности, будь то на работе, будь то в отношениях. Да, в любом случае, если вы занимаете роль императора или общаетесь с таким императором, не позволять каким-то вот таким вот вещам, да, разрушать этот партнерский союз. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака Дев мы сегодня завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!